Итак, создаем инструмент. Это опять будет пролог. Загрузим его. И здесь в пресетах выберем в разделе SynthLead пресет Lidl Sequence. Оставим его пока таким, позже отредактируем. Создаем партию длиной 8 тактов. И рисуем партию. Сделаем немного ноты побольше, чтобы было поудобнее работать. Послушаем, что получилось. Нам нужно немножко отредактировать звук. Прибавим немного драйва в звук. Таким образом мы изменили два параметра. Это параметр степени влияния, огибающий на частоту среза фильтра, и увеличили немного драйв. Ручку котов, центральную ручку этого инструмента, я думаю, что мы ее автоматизируем, чтобы сделать поинтересней звук. Да, я думаю, надо опустить на октаву партию, чтобы не звучало так пискляво. Напомню, это делается выделить все и нажать Shift вниз. Вы можете слышать, что в синтезаторе настроен эффект задержки. В левый и в правый канал. Вот. Но я хочу сделать немного по-другому. Я отключу задержку в самом синтезаторе. Это делается в вкладке FX и FX. И отключить его здесь. Теперь у нас сигнал стал сухим, то есть без какой-либо пространственной обработки. Мы сделаем ее
сами. Для этого зайдем во вкладку Inserts. Здесь устанавливаются вставные эффекты. Нажмем на эту стрелочку и здесь выберем строку Delay, Ping Pong Delay. Так, длительность задержки поставим 1/8. Фидбэк уменьшим. Немножко обрежем низких частот, примерно до 500 Гц. Разведем по каналам побольше. И ручку Mix уже отрегулируем при воспроизведении. Так, сделаем потише. Так, сейчас партия звучит немного скучновато, надо ее разнообразить. Послушаем полностью. Я думаю, неплохо. Немного убавим звук, громкость. Таким образом, мы создали основные инструменты, и теперь можно приступить к разработке структуры композиции. В принципе, тут нет каких-либо границ, ограничений. Сделаем небольшое вступление на одной ноте.
Увеличим шаг сетки, чтобы было удобно перемещать. Так, в этот момент у нас вступит лидирующая партия. Когда она вступит, она будет прикрыта фильтром. Ну а после к разгонной части этот фильтр мы откроем при помощи автоматизации. Таким образом, получилась незамысловатая структура. Как видите, инструментов не слишком много, чтобы тут сильно как-то можно было бы разойтись. Но для примера, я думаю, сойдет. Теперь давайте сделаем автоматизацию параметра частоты среза фильтра синтезатора лидирующей партии. А сделать это можно несколькими способами. Я покажу, возможно, самый простой. Для этого необходимо нажать кнопку с буквой W. Это значит, при воспроизведении, какой бы параметр я ни крутил в синтезаторе, его изменения сохранятся на дорожке автоматизации. Итак, начнем воспроизведение с этого момента. Так, пока что так. Отключаем запись автоматизации. Кнопку Read мы оставляем активированной для того, чтобы эта автоматизация считывалась. Послушаем, что получилось. Так, чтобы открыть дорожку автоматизации, нужно нажать на эту стрелочку внизу дорожки. Таким образом она у нас записалась. Можно удалить точки и отредактировать ее уже более точно. Точка создается простым нажатием левой кнопки мыши.
Ну и к концу кульминации мы этот фильтр прикроем. Я бы хотел добавить еще одну дорожку, чтобы разнообразить звук. Это будет аудио дорожка. На этот раз сбросим солирование дорожки нажатием вот на эту кнопку. А на этом треке у нас будет эффект шумовой. Мы его загрузим из пула. Откроем пул. Называется он здесь Noise Sweep. Правой кнопкой Insert into Project, Add Cursor. Таким образом он у нас попадает в проект, в место, где расположен курсор. Послушаем, что это такое. Достаточно известный эффект. Допустим, мы его поставим сюда, послушаем, что получается. Нет, не совсем так, чуть-чуть подальше. Сделаем его потише. Вот так пойдет. Далее расставим его в разных местах. Так, ну и чтобы еще более разнообразить звук, мы наш эффект немного видоизменим. Необходимо выделить его, выбрать вкладку аудио, процесс и здесь выбрать реверс. И здесь главное нажать New Version, чтобы он обрабатывал не оригинал, а создал новую версию этого сэмпла. Мы обратили по времени наш шумовой эффект. Давайте установим его вот в этот момент, когда вступает лидирующая мелодия. И сделаем так, чтобы начинался он попозже.
Размеры ивента, кстати говоря, изменяются при помощи этих квадратов, как с правой, так и с левой части. Нет, немного не так. Вот так будет чуть-чуть помягче. Так, немного изменим барабаны в месте разгона. Вот здесь. Сделаем кик возрастающим по громкости в этом месте. Чтобы не задеть громкость остальных нот, необходимо нужные ноты выделить, прежде чем редактировать их параметр velocity. Тоже что-то поинтереснее. Чтобы был более плавный переход на яму, здесь уберем часть барабанов. То же самое сделаем в конце. Ну и бас тоже можно, наверное, убрать. Нет, лучше его оставить, но чуть-чуть изменить. На этом, в принципе, можно было бы и закончить наш первый тренировочный проект.
Но хочется охватить как можно больше инструментов, особенно важных. Поэтому я пока вас не могу отпустить без того, чтобы сделать пару фишечек еще. Я говорю о эффектах посыла. Сейчас мы ими с вами воспользуемся. Создаем аудиотрек. Назовем его sidechain. Что мы с ним будем делать? Мы сюда откроем пул. Откроем пул. Здесь правой кнопкой на кике вставить в проект у курсора. Меняем шаг сетки на 1/4. В данном случае он будет более удобный. Отключим на время сетку. Уменьшим длину кика. Снова включим сетку. И каждую четвертую часть такта мы поставим этот кик. Так, последний сэмпл чуть-чуть увеличим до конца такта. Из этих киков мы сейчас сделаем один файл. Для этого выбираем вкладку аудио и выбираем Bound Selection, Replace. Для чего нам это нужно? Я хочу немного изменить шумовой эффект для того, чтобы сделать его немного качающимся по громкости. Для этого я буду использовать инструмент компрессор. Зайдем во вкладке Inserts. Здесь выберем Dynamics, компрессор. Стандартный кубейсовский компрессор. Так, здесь отключаем Auto Makeup. Атаку на минимум. Threshold пока что на 0 поставим. Рацио на максимум. Релиз в районе 200. Сейчас чуть позже отредактируем его поточнее, когда будет понятно вообще, что мы делаем. Так, тут главное активировать sidechain, то есть это вход для контрольного сигнала. Этим контрольным сигналом у нас будет наша дорожка sidechain, на которой находится кик. Грубо говоря, в момент удара кика у нас будет уменьшаться громкость шумового эффекта, а так как кик у нас на каждую четвертую долю, то будет создаваться раскачивающийся эффект. Ну, сейчас мы это сделаем и станет более-менее понятно, если кому-то непонятно. Выбираем дорожку выбираем дорожку sidechain. Тут вкладка Send. По стрелочке щелкаем. И здесь выбираем sidechains. Этот самый компрессор, который у нас стоит на эффекте. Включаем его. Двойным щелчком по знаку бесконечности печатаем тут 0. Таким образом, мы с канала sidechain послали сигнал на дорожку с шумовым эффектом. Еще один момент. Сам звук sidechain нам, в принципе, не нужен. Поэтому мы его убираем с выходной шины. Нам он нужен только в качестве управляющего сигнала. Послушаем. По этому индикатору видно, в какие моменты приходит управляющий сигнал сайдчейна.
В принципе, также можно послать сигнал с сайдчейна и на пэды, чтобы сделать на них подобный же эффект. Повторяем действие, настраиваем компрессор таким же образом. Включаем вход для сайдчейна. Выбираем канал с сайдчейном, заходим во вкладку Sense и здесь посылаем канал также и на пады. Для пэдов настройки можно сделать не такими экстремальными, как для шума, чтобы эффект был не сильно заметным, но вносил какие-то свои небольшие изменения. Так, расставим сэмплы сайдчейном во все время, как пока звучит пэд. В конце у сайдчейна можно сделать fade out, то есть плавное уменьшение громкости. Итак, осталось совсем небольшой штришок. Как помните, мы у барабанов удалили хвост. То есть у них нет эха, и они слышатся достаточно неестественными, сухими. Чтобы исправить эту ситуацию, я бы хотел добавить для них эффект реверберации, воспользовавшись эффектом посыла. Создадим FX-канал, дадим ему имя. В этом канале в инсерте мы поставим эффект реверберации стандартный, кубейсовский. Называется он RoomWorks. Здесь выберем самый первый пресет барабанный.
Вот, немного его подстроим. Но сначала нам нужно послать барабаны на этот канал. Зайдем в вкладку Sense у барабанов и здесь выберем созданный нами реверб канал. Включим. Пока что поставим на 0. Немного убавим. Я бы не хотел тут много чего изменять, но придется. На входе изменим настройки фильтра. Уменьшим количество высоких частот уже на выходе, на выходном фильтре. Уменьшим количество также низких частот. Так, забыл важную вещь сделать. Здесь нужно поставить wait only, то есть чтобы на этом канале у нас был только обработанный сигнал, так как оригинал у нас уже есть на канале Drums. Также уменьшим время эхо, время реверберации. И пределей также немного увеличим, чтобы создать комнату побольше. Ну, как-то так мы настроим, не будем сильно вдаваться. Послушаем, как звучит с реверберацией и без. Очевидно, что с реверберацией звучит поестественнее. Послушаем в миксе. Немного уменьшим реверберацию. На этом, я думаю, работу над первым тренировочным проектом пора завершать. Я надеюсь, что я вызвал у вас желание продолжать заниматься, продолжать изучать программу Cubase 5. Я рассказал лишь малую часть, естественно, из того, что она умеет. Буду рад видеть ваши комментарии по поводу того, насколько я ясно все объяснил. Может быть, в некоторых местах стоило остановиться поподробнее. А также по поводу того, о чем бы вы хотели, чтобы я рассказал в следующих видео. С вашей помощью я бы хотел сделать свой канал интересней. А в следующий раз, в следующем видео, я расскажу вам, какие бывают виды треков. Как видите, их 13 штук, 13 видов треков. Обо всех я расскажу вкратце, но на 3 из них мы остановимся поподробнее. Это аудиотрек, инструментальный трек и MIDI трек. А также рассмотрим для них, какой имеет вид инспектор и что с помощью него можно с этими треками сделать.